Доброго времени суток. Казалось бы, нас почти 500 человек, ну, то есть немного, но при этом месячная аудитория месячная аудитория больше 22 тысяч, и за 28 дней больше 82 тысяч просмотров. Что это говорит для меня? Это обозначает, что много людей пришло впервые и впервые сталкиваются с каналом. Если вы уже искушенный подписчик, вы знаете, куда вы пришли, вы просто открываете тайм-коды и переходите в интересующее место. Если вы впервые на канале, пожалуйста, посмотрите это интро, потому что я должен вам объяснить, что если на видео написана вот такая вот тема, это не значит, что внутри будет именно эта тема. Потому что я снимаю мою жизнь, как я разрабатываю IT-продукты, и у меня внутри видео где-то там 4-5 хороших, прикольных, классных моментов, которые я считаю, что повысят вашу IT-насмотренность, но в названии я должен вынести 1-2 названия, поэтому я выбираю, что туда вынести. То есть в самом видео вы получите больше, чем только то, что в названии, и еще дополнительно получите не только то, что в названии. Поэтому, если вы пришли именно по названию и будете искать, что вот внутри будет какая-то инструкция, я вам скажу так. Я считаю, что инструкции неэффективны. Я считаю, что если вы посмотрели, как у кого-то настроено, этот человек понимает, что он делает, у него инфраструктура поднята не такая, как у вас, вы делаете то же самое, что он показал, у вас не работает. Поэтому вот я снимаю такие вот подобия стримов, у меня записи, где я разрабатываю свои реальные IT-продукты. И даю подсматривать, как я это делаю. Поэтому я считаю, что вы можете хорошо повышать вашу IT-насмотренность вместе с моим каналом. И это обучающие стримы, обучающие видео вместо инструкции. А против чего я еще выступаю? Я выступаю сторонником того, что если кто-то выпустил видео «Сделаю IT-продукт за 20 минут» или «Сделал IT-продукт за 20 минут», я физически не понимаю, как это можно сделать. И у меня даже есть видео, что некоторые создают проекты за 20 минут, а у меня для того, чтобы выкатить приложение в Play Market, для того, чтобы ознакомиться с тем, какие есть ограничения по иконке, на выбор концепции иконки ушло больше часа. Так что как можно выкатить готовый продукт за 20 минут? Скорее всего, это желание привлечь внимание зрителей, а здесь на канале показывается реальная разработка, как она происходит. То есть я сталкиваюсь с большим количеством сложностей, и я не останавливаю запись, я решаю эти сложности прямо онлайн, чтобы вы видели логику, как я решаю сложности, и вы тогда впитываете свой личный опыт, и вы уже самостоятельно сможете решить эти и другие подобные задачи. А что мне хочется сказать, что если вы включаетесь в какую-то серию сериала, то вот, допустим, здесь есть разработка мобильного приложения, и там уже 50 серий, то у вас не будет контекста. То есть вам есть смысл зайти в плейлисты, выбрать плейлист, который вам интересен, и смотреть его с самого начала, чтобы вы понимали, откуда мы идем, какие этапы мы проходим и к чему сейчас пришли, и какие задачи сейчас решаем. Я хочу обратить внимание, может быть, на несколько плейлистов. Ну, можно сказать, свершение, то есть что получилось сделать. То есть я настолько оптимизировал работу искусственного интеллекта, что он у меня самостоятельно работал 2 часа 11 минут и выполнил, по-моему, 3 или 4 merge реквеста, то есть смержил 3 или 4 куска кода логических, и я был доволен результатом. То есть я настолько хорошо построил ограничения того, как он должен двигаться, как он может двигаться и как ему нельзя двигаться, что вот он смог автономно вот так вот работать.
Давайте глянем, что там по автономной работе, потому что если я это уже затронул... Так, создание гибридного, веб-кодинг, создание сайта, установка настроек окружения, роботы-парсеры. Вот. Здесь вот у нас идет оркестратор. И если вы ищете, как сделать 0 людей компанию, то вот этот Paperclip оркестратор, он как раз рассмотрен здесь в отдельном плейлисте. К нему можно подключать ZAI, Minimax и еще куча всего через Hermes связку. Рекомендую этот плейлист, но фактически я сейчас уже пришел к тому, что просто работая с оптимизированным bypass режимом, это все вы можете посмотреть в настройках окружения. Окей. Также я провожу хакатоны. Значит, хакатоны у нас по вот этому адресу hackonvibe.com. Вот это страны, которые уже приняли участие в хакатоне. Можете здесь посмотреть. Прошлые хакатоны вот здесь вот в истории можно глянуть. Это вот то, как я создаю сайт по хакатонам. Это отдельный плейлист. Что здесь? Выводы, архитектура, методология. Если вы хотите по-быстрому посмотреть и глянуть, какие интересные моменты есть, я бы, наверное, обратил внимание на вот это, на этот плейлист. Глянул его по-быстрому. Главное взять и унести с собой. Так, насчет оркестратора мы уже поговорили. Роботы-парсеры, автоматизация. Кому рекомендую посмотреть это видео? Здесь я настраивал парсер, который работает бесплатно для вас. То есть он не расходует токены искусственного интеллекта. То есть я показал, что такое CSS-селекторы, что такое веб-селекторы, как по ним можно простраивать, чтобы робот заходил на сайт и выполнял какую-то логику. То есть это базовое знание по автоматизации веб-приложений и того, как вообще работает Quality Assurance Automation, можно так сказать, то есть автоматизация тестирования. То есть вот этот плейлист, наверное, будет интересен вам в этом случае. Что здесь? Установка, настройка окружения. Ну, это база, то есть здесь можно глянуть, что вам подходит, что вам нужно для веб-кодинга, и то, что вам приглянется, подмигнет, есть смысл глянуть и сделать для себя точно так же. Что здесь? Создание сайта. Очень такая тоже большая подробная инструкция. 27 видео в серии. Здесь от покупки домена, выбора хостинга, привязка, прокидка маршрутизации, поднятие имейла, создание базового одностраничника, потом развитие уже до засешенного многостраничника и до получения первого лида. То есть здесь вот рекомендую посмотреть, как вы можете создать свой сайт действительно не за 20 минут, да, трудоемко, но зато вы сами это сможете сделать действительно. И без всяких агрегаторов, которым вы обязаны платить ежемесячно деньги, то есть вы поднимете, и бесплатно у вас это все будет работать хорошо и качественно. Здесь создание гибридного Android Apple приложения. Здесь 50 видео. Я, наверное, скажу, что для меня очень сложно разрабатывать под мобилку. Почему сложно? Потому что когда я делаю веб-приложение, мне никто не указ. То есть я использую любые технологии и использую любую инфраструктуру, какую я только хочу. Когда я завязываюсь с Google и с Apple, то я должен следовать их стандартам, чтобы они пустили меня в их магазины. И сейчас я уже создал приложение и загрузил его в Google Play, и Google должен дать мне ответ в ближайшую неделю. То есть вот на такой стадии у нас все находится.
А я работаю только в том окружении, которое я показал, как настроить. Я вам уже показал, где находится установка и настройка окружения. Вот здесь вот 27 видео. Вот, так что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Оставил на ночь работать нашего агента по сайту Хакатопов. Вот он, трудяга наш, трудится полноценно, самостоятельно. И, я не знаю, значит, тут какая-то ошибка была насчет 4 часов. Я, наверное, знаю, что он, наверное, остановился в работе, а потом после того, как он остановился в работе, его подхватил луп по времени, и он продолжил работу. То есть фактически он, наверное, работал сколько? Часов 10, наверное, автономно. И периодически он мне закидывает результаты своей работы. Вот так вот. Сколько требований вообще есть в техническом задании, сколько он уже обработал, сколько работы ждет проверки. Тут было 150, то есть он нормально так хорошо закрыл много. Я смотрю, что вот эти вот цифры между собой не согласованы, то есть здесь 915, 500 плюс 367 уже будет больше, и плюс еще дополнительно 27. То есть даже уже вот эти вот цифры между собой как-то не бьются. И дальше идет, что сделано, что не сделано. Ох, он тут написал, конечно, за ночь. Это все новое было. Так что хорошо, да, поработал на славу. И там внизу должны быть какие-то еще вопросы для меня, на которые надо ответить. Да, надо будет все. Вот это глобальный дэшборд, панель управления, насколько все готово. Причем в остальном ТЗ здесь 528 требований, и они, вообще не построены. А то, что я выставил в первую очередь, оно, по-моему, здесь только разрастается, да, то есть он P1 написал уже 3 раза, для того, чтобы более точно указать статистику по этим параметрам. P2 продублировал и P3, так что, во всяком случае, он автономненько трудится постоянно. Кстати, да, вот смотрите, сам терминал показывает 97%, но благодаря вот этому моему скрипту вы имеете возможность увидеть, что это обман, что здесь он показывает неправильно, что это не 97% на самом деле, а 95%. И вот точные данные, что 949 тысяч из миллиона. Так что мой скрипт более правильный. Где его скачать? Я думаю, можно зайти вот сюда вот. Зайти в Cloud Code Status Line. И вот здесь вот его можете скачать. То есть, как он обозначает, синенько это получается, что он свежий, и, может быть, в него надо загрузить ваши скиллы или роль, которую вы ему дали. Зелененький — это все хорошо. Желтенький, аккуратно, в зависимости от того, какая у вас моделька, может, уже есть смысл думать о сохранении контекста. А красненький — это, в зависимости от вашего процесса разработки, может быть, уже прямо очень-очень важно скоро это сделать. Вот, и я понимаю, что у меня вот 95% это еще все нормально. И, в принципе, вы видели, что если он самостоятельно работал больше 4 часов,
то у него контекст забивается, ну, наверное, каждый там час. И поэтому, ну, мне не страшно, что переполнится контекст, потому что у меня краше устойчиво, даже если все перезагрузится, контекст потеряется, но не потеряется техническое задание на этот репозиторий. Так, здесь вот как-то странно. PopOS вроде бы активно, а здесь вот как-то он не активно. Ну, показывает 4 минуты назад был активным. Это возможно. За сутки, получается, я накодил на $1800. И это было около $100. Это настройка системы, потому что Linux, ну, у меня постоянно требует какой-то настройки. А сейчас вот там, допустим, мышка тормозила после того, как на ночь я оставил комп работающим. И, ну, ишка предлагала всякие гипотезы, а я, получается, сам вручную починил. Просто одна из служб зависла. Вот эта, которая с панельками внизу. Я ее просто перезагрузил, она часто залипает. И она была связана с залипанием как-то мышки. Вот 5 минут уже простаивает, ну, я так понимаю, что там идет просто процесс CI, ну и информация соответствует. Так что этот скрипт тоже работает. Его еще надо будет вам выложить, чтобы вам тоже так удобненько было. Так, ну хорошо. Этот уже 97 там показывает. А здесь все еще 95. Это более правильные данные. Ну что? Я не вижу смысла проверять то, что он сделал, пока он не реализовал то, что написано в техническом задании. То есть он в процессе там находил какие-то ошибки в своем же коде. То есть где-то он ставит хардкоды какие-то, а потом говорит: окей, сейчас уже там допилил следующую часть ядра хакатона, поэтому сейчас уже здесь будет не хардкод, а здесь будет динамическая подмена. Вот, поэтому, ну окей, я там зайду, найду какие-то нюансы, которые надо поправить, но фактически он бы сам без моего участия их поправил. И сейчас что я делаю? Пока у меня есть мое свободное время, пока разработка идет автономно, без меня, все как я мечтал, да, ну, я не знаю, все как и вы мечтали, да. Давайте, если вы не в контексте, что там было, то вот здесь вот я составляю техническое задание для сайта по проведению хакатонов, и я буквально вот, ну сколько там, 4 часа, я вот 4 часа надиктовывал спецификацию, то есть техническое задание. И дальше я уже просто запустил искусственный интеллект, чтобы он выполнял. Он вначале мне задавал какие-то вопросы, я говорю: все принимает по дефолту, я потом уже посмотрю факт. Не останавливайся, полная агентская работа. Вот, и он погнал. А потом все равно зависал, я его предложил, чтобы он сам растормаживал себя луп сообщением. И это луп сообщения, чтобы было у него по времени. То есть он бывало ожидал этого луп сообщения. Я говорю: нет, ты не ожидай, пока проходит длинный CI, проверки всякие там, что отвалилось, что не отвалилось, адекватно ли он построил тесты, код, то сразу бери новую задачу и делай, потому что он простаивал, а это прямо достаточно много. И он начал создавать дополнительное рабочее дерево и там работать в новой задаче, а когда уже ревьюер или CI-ка там закончилась, то его это все триггерит, и он заканчивает фактом мерджа в основную ветку и опять продолжает там в том рабочем дереве, в котором он работал. Я все хочу, чтобы с желтенького на красненький изменился. А если вот так вот работаете, ну, грубо говоря, в 4 терминалах, давайте я продемонстрирую так вот. В
4 терминалах. Эй, куда ты дел мою штуку? Прикольно. Это неожиданно для меня. Это новая информация. А когда тут дэшборд еще активен, то показывают только 2 полосочки, хотя я надеялся, что будет видно все 3 полосочки. Вот. И здесь обычно было наглядненько так видно. И какая-то одна там, допустим, вспыхивает красненькая, и я обращаю тогда на нее внимание. Ну окей. Так, посмотрим. Вот, и сейчас полноценно он трудится автономно. И элемент моего спокойствия — это здесь вот, когда написано, как долго он работает автономно. А рекорд у меня получается 29 минут. 29 часов. Он самостоятельно работал без моего участия. Но что такое, вот, допустим, участие? Я захожу раз там в 6, 8, 10 часов, читаю его вопросы, надиктовываю ему ответы и загружаю вот этот терминал. О, кстати, да, 96% уже. Вот так вот выглядит 96%. А здесь он показывает 98%. Обманывает Cloud-код. А мой скрипт показывает все верно. Cloud-код показывает 98%, мой скрипт показывает 96%. Искусственный интеллект, нарежь это в шортс. Это важно людям знать. Пусть знают, что мы более правильные скрипты создаем, которые отражают правду и действительность по факту. Ну и вот это вот то, что я построил, дэшборд, где считаю факт токенов, то это тоже секретная информация от антропиков, они не распространяют ее. А я вот настроил для того, чтобы собирать ее. Хочется понимать, сколько они дают, допустим, недельных лимитов. Грубо говоря, сейчас у меня приблизительно есть представление, что в день это $1300, и за неделю тогда я выбираю 100%. Но я посчитаю точно в деньгах. То есть тут было, по-моему... кстати, больше. Тут было 6400, по-моему, когда я стартовал неделю. А еще у нас по лимитам сколько? Еще 19% есть лимитов. Пересел я на буквально одного разработчика, чтобы было максимально экономно. То есть, если бы у меня было сильно больше ресурсов, то я бы эту задачу по разработке быстро закрыл. То есть я бы запустил ряд параллельных агентов, которые работают, но так как я упираюсь в лимиты, то мне приходится делать максимально экономно. А максимально экономно — это один разработчик, который все помнит, весь контекст. Если что-то изменил, то изменил только он, не надо перечитывать чужой код. Вот, так что если бы ресурсов было в 4 раза больше, то я бы эту задачу закрыл в 3 раза быстрее. Вот так вот, да, то есть, когда параллельные агенты работают, то сразу становится не оптимально по расходу. Они должны вычитывать, что напилил другой агент, и подстраивать свой код под соответствие, чтобы оно все влилось в единую базу. Вот, поэтому я этого не делаю, и поэтому, если ресурсов в 4 раза больше, то это не будет в 4 раза быстрее, это будет где-то в 3 раза быстрее. Вот на вот эти вот потери, на сшивание кода между собой. Так что вот так вот пообщался с вами, рассказал статус, какие у меня будни веб-код-блогера, настроил автономного агента, он строит потихонечку, здесь все действительно появляется. Это вот админка, это вот уже сайт действующий, потихонечку здесь все обновляется. Давайте я включу режим как для людей. Вот такой вот режим как для людей. Вот. И он уже потихонечку обновляется. То есть тут было буквально 2 человека. Сейчас уже 4 человека. И отлично. Остальное, дизайн, остальное не так видно, потому что в основном
крутится такая вот внутрянка и логика. Это, знаете, как вот дают на оценку какой-то сайт и сколько стоит этот сайт. Ну вот смотришь на сайт, вроде бы непонятно, и он может стоить и дешево, и дорого. От чего зависит? От моментов, которые не видны, которые находятся внутри сайта. И вот вроде бы внешне сайт никак не поменялся, а видите, разработка ведется там днями и ночами. 62 миллиона токенов уже инвестировано в этот проект, а эквивалент это $8253.92 уже за меньше, чем 2 недели. Конкретно в этот проект я инвестировал вот больше $8000. Очень приятно с этим дэшбордом, конечно, контролировать ресурсы, процессы. Еще было такое, что какие-то процессы тут вспыхивают, что они как будто бы идут. А я такой, я ведь не давал задания по этой задаче ничего делать. И начинаю выяснять, что затриггерило какого-то демона, который запустил. Оказывается, там в Cloud Desktop, когда запускается материнский процесс, то он автоматически может триггерить какие-то дочерние процессы, хотя это разные диалоги. Вот, ну, то есть узнал какую-то еще дополнительную внутрянку логики, как построен Anthropics, как работает Cloud Desktop. То есть там вроде бы сессия была нулевая, но все равно она триггерится. Я это увидел благодаря вот этой вот моей аналитике. Вот такие новости. Такой день веб-кодера. Такой будний день. Желаю вам успеха, пусть все получается. Желаю вам создавать IT-продукты высокого уровня. Вот это приложение у нас уже опубликовано в Google Play. Следующее действие — это уже опубликовать его в Play Market. На белом фоне оно так даже еще с тенью как будто бы выделяется. Прикольненько. Скачивание 0. Да, я буду над этим работать. Что скачивание 0. Но для начала увеличил количество стран. Вот здесь вот я показываю, как я увеличил количество стран. И в том числе распространил на Apple. Это вот у меня, видите, разработка там ведется. Это смог тестирование, что глобальное ничего не сломало. На Apple распространю приложение. Потом надо сделать Pro-версию. А когда уже есть Apple и Pro-версия, выкачанные в Store, то тогда уже буду заниматься маркетингом. Планы у меня такие, чтобы... Или сразу надо заниматься маркетингом. Наверное, вначале выкатить в Apple, а потом уже начинать потихонечку заниматься маркетингом. Все равно оно с опозданием догоняет, и все равно сразу никто не купит платную версию, так что у меня еще будет там, условно говоря, месяц на то, чтобы это сделать. А так как упираюсь в Cloud подписку и законных способов докупить подписку нету, потому что, я так понимаю, они дают подписку очень со скидкой. Вот видите, то есть я плачу $200 в месяц, а они предоставляют мне услуг на 30-40 тысяч долларов в месяц. Поэтому, да, подписка это очень выгодно. Поэтому они лимитируют, сколько я могу купить. То есть это либо что-то неправильное там делать, имеется в виду, что один человек покупает несколько аккаунтов и сам их использует. Но я думаю, что если Cloud такой умный, то он может это легко обнаружить и заблокируются сразу оба аккаунта. Поэтому я не хочу так рисковать и просто двигаюсь в рамках предложенных планов. То есть вот это вот максимальный план, и я на нем нахожусь. Но тем, что я не могу докупить там 40x или там 30x, то они меня вынуждают быть пользователями других искусственных интеллектов. И следующий, который я планирую использовать, это Antigravity от Google.
И здесь вот было видео, что антигравити не такое уж дно. И это действительно так, то есть я попробовал. Я попробовал, и нормально. То есть он что-то может. Так что я попытаюсь с ним поработать. Так, Ctrl-F, дно. Пробел, дно. Вот. Google Antigravity Gemini не такое же дно в сравнении с Cloud Code. То есть он брал задачи и выполнял, а сейчас я там сижу на $20 подписки, и он был достаточно информативен в Antigravity, то есть он показывал, какие он команды запускает, и он был достаточно агентным, что мне очень понравилось, то есть он вырос по сравнению с тем, что я видел, когда он был в Command Line интерфейсе. И, наверное, надо будет его на $100 докупить, в сумме на 300, Cloud на 200 и Antigravity на 100. И когда закончится здесь разработка лимиты, то надо будет подхватить. Причем вначале надо подхватить, чтобы он смог для себя построить вот такую же систему учета, как для клауда. Хотя, наверное, он должен это начать строить прямо сейчас уже, пока еще это все работает. Наверное, это ближайший шаг будет. Потому что мне тоже хочется это все мерить. Как к хорошему привыкаешь быстро, да, как говорится, и вот это дэшборд такой наблюдательный, это хорошее. И я хочу то же самое видеть по Gemini, чтобы прямо сравнивать, сколько по токенам, сколько по цене. И тогда уже можно будет какой-то эксперимент произвести, то есть дать одно и то же техническое задание и замерить там Gemini, GPT и клауда. Это как-то все отодвигается. Больше там другие дела насущные есть, которые выполняю, но желание, и потихонечку даже движусь в этом направлении, то есть технически подгребаю, моменты вычищаю. Большое количество здесь ошибочных данных поймал. В том числе Opus 5 вышел, и по нему не было цен. Потому что по нему не было цен, то автоматически весь дэшборд показывал очень дешево, потому что здесь была цена 0. Вот это я обнаружил, добавил сюда цену и сразу там плюс $4000. Пересел с клауда Opus 4.8 на Opus 5 с теми же усилиями. Я не знаю, особо ничего не почувствовал, то есть X-High работаю. И проекты сложные, то есть понижать до просто High, с X-High я бы не рисковал. То есть пусть он просто сделает, и пусть сделает хорошо, пусть и закончится подписка, но пусть это будет классненько. Выше нет смысла, ниже нет смысла, то есть вот я работаю X-High. Был на созвоне несколько дней назад, и меня спрашивали, пользуюсь ли я Fable моделью. Видите, ни разу не использовал Fable модель. Кстати, да, вот видите, очень хорошо. Cloud Opus 4.8 еще используется для ревью. Ревью, можно сказать, что дешево. И может быть ревьювера, искусственный интеллект, который пересматривает уже созданный код перед тем, как можно было его мерджить. Может быть, есть смысл поднять до Opus 5. А так бы я и забыл, что у меня там Opus 4.8 стоит. А цена одинаковая. 4.8 тоже очень-очень-очень крутая работа, то есть много очень находит. Но это, да, хорошая аналитика, что на ревьюере сейчас стоит Cloud Opus 4.8.
странно, что здесь где-то написано 1 миллион контекст, а где-то не написано. То есть это что, не 1 миллион контекста. И в Cloud Desktop я почему-то начал обнаруживать какие-то ошибки, то есть неправильно считается объем контекста, то есть по Opus 5 показывает там 200 тысяч вместо того, что 1 миллион. Тыкаешь, и потом там уже 300, и вроде бы оно все красное, а оно еще продолжает нарастать. То есть просто неправильное отображение, сколько максимального контекста с правильным отображением скушенного контекста. Вот такие вот будни веб-код-блогера. Надеюсь, было полезно, интересно, познавательно и повышает вашу IT-насмотренность. Желаю вам создавать классные IT-приложения и быть долларовым миллиардером. Всех благ, пусть все получается.